Фокачча на закваске. Сегодня я покажу, как просто и легко приготовить полезную хрустящую фокаччу. Для рецепта мне нужна вот такая активная пшеничная закваска. Кстати, ее также можно приготовить и на закваске Левито Мадре. Посмотрите, какая прекрасная закваска. Берем 400 грамм воды комнатной температуры и 125 грамм пшеничной стопроцентной закваски. Размешиваем ее с водой до однородности. Друзья, если вам нужна такая сильная закваска, вы можете заказать ее у меня по ссылке в описании под видео или вырастить самостоятельно. Все ссылки на рецепты также есть в описании под видео. Размешали до однородности. Теперь берем 500 грамм просеянной муки. Сегодня я использую муку с белком 10,3%. Но лучше, конечно, будет для фокаччи взять более сильную муку с белком от 11% и выше. Добавляю к муке закваску с водой. Сначала замешиваю тесто немного лопаткой, чтобы вся мука увлажнилась. А далее в фокаччу обязательно добавляем оливковое масло. На этот рецепт в тесто нужно 2 столовые ложки. Добавляю 1,5 чайной ложки соли, это 10 грамм. И далее снова замешиваю тесто лопаткой, чтобы масло и соль хорошо распределились по всему тесту. Тесто замешивается легко, вы сами видите, что ничего сложного здесь нет. Далее собираем тесто до кучи. Можно использовать здесь силиконовую лопатку, не будет удобнее. Слегка смачивайте лопатку водой, так тесто практически не прилипает. Накрываю крышкой и оставляю на 1 час при комнатной температуре. Итак, первое складывание теста. Смачиваю руки небольшим количеством воды. Беру тесто снизу, вытягиваю вверх и накладываю сверху на тесто. Прохожусь так по кругу несколько раз. Сейчас тесто еще может казаться липким и не совсем послушным, но не волнуйтесь. Именно складывание помогает ему стать сильнее и эластичнее. Накрываем крышкой и оставляем в этот раз на 30 минут при той же комнатной температуре. Прошло полчаса, второе складывание теста. Все то же самое, смачиваем руки немного водой, растягиваем тесто вверх и складываем. И так по кругу несколько раз. Пока не почувствуете, что тесто становится более упругим, таких складываний у нас будет 4 с промежутком в 30 минут. Третье складывание. Уже появляются пузырьки воздуха. Снова смачиваю руки водой, отделяю тесто от стенок миски и делаю складывание по кругу несколько раз. Для тех, кто не знает или впервые, то благодаря таким складываниям теста мы укрепляем глютеновый каркас нашей будущей фокаччи, который позволит удерживать воздух внутри самого теста, от чего появляется пышность и воздушность уже готового изделия. Вот для этого и нужны эти складывания. Снова собираем тесто, накрываем и оставляем последний раз еще на 30 минут. Финальное четвертое складывание теста. Тесто идеально бродит и на ощупь и визуально видно, как оно увеличилось в объеме и стало более воздушным. Складываем еще раз. Складывайте очень аккуратно, чтобы не порвать тесто. Оно уже практически не липнет к рукам. Складываем и будем перекладывать в форму. Друзья, поставьте прямо сейчас этому видео лайк. Поддержите канал таким простым действием. Далее смазываю форму, в которой буду печь оливковым маслом. Размер формы, а также ингредиенты и их количество будут в описании под видео. Перекладываю тесто в эту форму. Сверху еще немного поливаю оливковым маслом и равномерно распределяю тесто по всей форме. Друзья, а вы знали, что фокачча – это легендарный итальянский хлеб? Кстати, ее название происходит от слова «очаг», потому что когда-то давно ее пекли прямо на раскаленных камнях у огня. Тем временем делю пополам 200 грамм вот таких помидорок черри и еще 60 граммов оливок. Помидоры придадут нашей фокачче приятную сладковатую кислинку и сочность, а оливки пикантный аромат. Это сочетание – настоящая итальянская классика. Так как сегодня у меня мало времени, я подержал тесто всего лишь 2 часа. Делаю руками углубления, выпекать фокаччу я буду без холодной ферментации. Но если честно, я рекомендую настоятельно оставлять дополнительно тесто еще на холодную ферментацию, хотя бы на 12 часов. Тесто получится гораздо воздушнее, пышнее, ну и еще полезнее и вкуснее. Выложил сверху оливки, помидоры, чуточку еще присолил и добавил немного розмарина. Но это уже по вашему вкусу. Выпекаю фокаччу в предварительно разогретой духовке до 230 градусов, примерно 20 минут. Достаю, даю остыть и можно наслаждаться. Друзья, кому рецепт был полезным, поддержите меня лайком, комментарием и подпиской. А также можете поддержать канал финансово, став его спонсором. Кнопка спонсорства под каждым видео.